что как будто люди, которые поддерживают гетеронормативный порядок, им кажется, что если права также будут у квир-людей, у типа гендерно некомфортных людей, как будто это отнимет у них что-то. Но наоборот, типа, чем больше прав будет у всех частей общества, тем больше прав в целом будет у всех. Я Катиш, я деколониальная активистка и дизайнерка. Я бисексуальная девчоночка. Мне кажется, что вообще среди квир-людей я в самом привилегированном положении. Я очень femme-presenting, то есть я очень выгляжу довольно конвенционально, как девчонка с длинными волосами. Я не подвергалась дискриминации на улице, потому что я не выгляжу как гендерно нонкомфортный человек. Если я одна в городе, я не думаю, что у меня есть какое-то отличие от других женщин. Бытия квир-женщины или очень femme-presenting person очень отличается от опыта мужчин, маскулинных людей, людей, которые могут быть не бинарными, но ближе к маскулинному спектру и так далее. Мы все знаем, что типа все оскорбления гомофобные, они направлены на мужчин. Вся культура гомофобная, она направлена тоже на мужчин, потому что у нее корни в тюремной культуре. Это очень гипермаскулинная культура. Моя партнерка Алиса, она трансперсона, и это совершенно другой режим взаимодействия с городом, и это гораздо больше ограничений, гораздо больше опасностей, гораздо больше, типа, например, там, типа, общественные туалеты, это большой стресс, типа, Алиса нигде никогда не ходит практически в туалет, даже в барах. Когда мы гуляем с моей партнеркой по улице, то мы держимся за руки, мы можем обнимать друг друга, мы можем целовать друг друга в щечку. Люди смотрят, чаще всего смотрят мужчины средних лет и старше, вот, им очень интересно. И я не скажу, что когда я со своей партнеркой гуляю, я чувствую себя 100% в безопасности, я все равно смотрю так немножко по сторонам. Я жила в Москве, в Тбилиси и немножко в Ереване. В Армении и в Грузии, как мне кажется, вообще другие представления о женственности в принципе. Они вообще не соотносятся с европейскими стандартами. В Молдове гораздо сильнее женщина должна ухаживать за собой. То есть вот это вот все. Волосы, ногти, макияж, все везде чисто, гладко выбрито, очень аккуратненько. Я какое-то время отращивала волосы на ногах, в подмышках, и мне кажется, что типа это довольно прикольно и довольно кьют. Но типа ходить в общественные места типа бассейнов, спа, бани, спортивных залов. В Молдове это довольно, типа, очень стрессовое мероприятие. В Молдове, мне кажется, типа, больше удивления, меньше открытой прям жесткой агрессии, меньше людей, которые прям хотят, я не знаю, набить морду, там, прям лезть сразу с кулаками. Вот этого гораздо меньше. Но больше такого непонимания. Я больше всего в Молдове боюсь взаимодействия с людьми, с которыми ты уже немножко, например, соседи. У меня есть соседка, которая все время хочет мне принести молитвенник. И она говорит, я тебя познакомлю с батюшкой. Вот. И я пытаюсь все время вежливо отказываться. И она все время ходит. И, видать, она не понимает, что мы с Алисой партнерки. И она такая, типа, ну ты с кем-то живешь, у тебя там, я не знаю, я такая, ну, с кем-то живу. Мне вообще довольно комфортно, типа, в парках, если нет людей. Ну вот есть там квир-кафе, там тоже типа комфортно, но я туда не супер часто хожу. У меня есть проблемы немножко с местами, которые специально маркетятся как квир-места. Эта эстетика очень определенная, она типа пришла из очень определенного места, там типа это американская квир-эстетика через там очень комодифицированная, очень капиталистичная уже, через RuPaul Drag Race, типа через такие довольно супер комодифицированные вещи, которые
должны как-то описать квир-людей. Но каждый квир-человек разный, как и каждый не квир-человек. И мне немножко, типа, тесно в коробочке такой вот очень специфического понимания квира. Это довольно классно, когда обычное место с каким-то, без какой-то специальной концепции, чтобы как-то кейтерить квир-людям, оно просто показывает, что оно очень инклюзивное. Это супер, мне это нравится. Ну, мне кажется, все места, которые, типа какие-то кафе, бары и так далее, мне кажется, очень важно каждому месту свой, типа, какой-то алгоритм действий, если происходит какой-то, типа, харассмент квир-людей и так далее. Реально очень важно, чтобы вот, чувствовать какую-то защиту от хозяев мест или от работников. Как правило, у гетеронормативных людей вообще, в принципе, больше и власти, и привилегий, как бы, и всего. И когда власти поддерживают таким образом эти нарративы, говорят, да, вы правильно делаете, им тут не место, это, конечно, создает очень много опасных ситуаций, создает очень много почвы для того, чтобы люди чувствовали себя вправе выгонять откуда-то людей, там, хамить, грубить, кричать, может быть, даже там, типа, пытаться ударить или что-то еще. И я была бы безумно счастлива, если бы в Кишиневе был бы не гомофобный мэр, а какой-нибудь другой. Или другая, да. Вот. Было бы гораздо лучше. И в Молдове, ну, мне кажется, в Кишиневе больше. Очень много предпосылок для того, чтобы люди были больше инклюзивными. Этот потенциал, безусловно, нужно реализовывать, и реализовывать в том числе со стороны примарии, со стороны властей. У них большой ресурс на это. Я всегда радовалась, что Pride проводится, что, типа, нет, ну, например, нет таких историй, как в Тбилиси 2 года назад, 3 года назад уже, типа, когда были убиты люди. Я очень рада, что хотя бы такого не происходит в Кишиневе. Было бы здорово, если бы этих препятствий не было бы, если бы, типа, если был бы какой-то диалог с церковью, например, который возможен, там, например, в католической церкви с там, папой Франциском, может быть, с православной церковью это тоже будет возможно. Вот. У меня ощущение, что как будто люди, которые поддерживают гетеронормативный порядок, им кажется, что есть какой-то вот, типа вот это пирог, типа, который состоит из прав человека, безопасности, какого-то... И вот он, типа, распределен сейчас так, что, ну, типа, большая часть этого пирога у гетеро-людей. Им кажется, что если права также будут у квир-людей, у, типа, гендерно некомфортных людей, как будто это отнимет у них что-то. Но, наоборот, типа, чем больше прав будет у всех частей общества, тем больше прав в целом будет у всех. Важно делать так, чтобы все общество, которое живет, все его очень разные части были счастливыми, и тогда в целом все общество будет здоровее и счастливее. Вот. Omul face locul. Omul face locul. Locul.